Здравствуйте, меня зовут Наяда. Сегодня мы с вами начинаем исследование такого удивительного явления, как гьют, корни которого уходят в классический директивный гипноз. И начнем мы с того, что вы сможете определить, насколько вы гипнотабельны. Ведь быть как индуктором, так и перципиентом – это своеобразный дар, данный нам от природы. Узнав себя получше, мы можем не только избегать многих роковых ошибок, но и добиваться в жизни наилучших результатов. Из 100 человек 20 окажутся абсолютно гипнотабельными. Они впадают в состояние гипноза практически с первых слов. 10-15 человек будут плохо подвержены влиянию. О них принято говорить, что они не гипнотабельны, но это не совсем так. Остальные же люди будут среднегипнотабельны. Они будут поддаваться гипнозу, но не сразу, не с первых слов, а немного погодя. Как определить, гипнотабелен человек или нет? Как не допустить той случайной оплошности, после которой будет поздно что-то менять? Гипнабельность – это индивидуальная готовность принимать гипнотическое воздействие, впадать в состояние гипнотического транса под влиянием внешнего внушения или самовнушения. Первое, с чего мы начнем, это необходимость определения, к какому типу людей относитесь вы или ваш пациент. Если человек сверхгипнотабелен, он уже от одного только проделывания любого из тестов, которые нас ждут впереди, войдет в состояние гипноза. Вот почему любой из этих тестов может быть как тестом, так и способом ввода пациента в состояние гипноза. Если человек среднегипнотабелен, то он не совсем войдет в нужное состояние. Да, он будет испытывать легкое состояние полутранса, однако придется приложить дополнительные усилия для того, чтобы погрузить его в гипноз полностью. А если человек малогипнабелен, то тесты не будут получаться или будут получаться, но очень слабо. Это значит, что с человеком нужна дополнительная, кропотливая и серьезная работа. В работе с ним нужно применять усложненную формулу гипноза, проделывать ее, возможно, не один раз, применять дополнительные расслабляющие техники. О них, кстати, мы поговорим в одном из последующих уроков. Пожалуйста, переплетите пальцы рук между собой. Сосредоточьтесь на пальцах. Сейчас я досчитаю до 5, и ваши пальцы плотно переплетутся между собой так, что вы не сможете их разомкнуть. 1. Вы чувствуете свои пальцы. Ваше внимание устремлено на них. 2. Вы чувствуете, как ваши пальцы касаются друг друга, как соприкасаются ладони. 3. Вы чувствуете тепло ваших ладоней. Ваши пальцы начинают плотно сжиматься друг к другу. 4. Ваши пальцы сильно сплетаются, приклеиваются друг к другу, их притягивает как магнитом. 5. Ваши пальцы плотно срослись друг с другом, вы не можете их разжать. Попробуйте расцепить пальцы. Если вы сразу разжали пальцы, значит, вы плохо гипнотабельны. Скорее всего, у вас сейчас абсолютно трезвый взгляд, четкое, критичное мышление. Если вы разжали пальцы, но с большой задержкой, с усилием, вы среднегипнабельны. Как правило, такие люди с большим усилием растаскивают пальцы, но все-таки у них получается. Я видела одну женщину, у которой даже костяшки пальцев побелели, но прилагая усилия воли, она все-таки справилась с этой задачей. И если же вы не можете расцепить пальцев, то это значит, что вы сверхгипнабельны, и с вами очень легко будет работать в гипнозе. Бывают такие случаи, что человек очень удивленно смотрит на свои руки, и некоторые люди даже спрашивают: «Как я теперь буду жить с такими руками?»
Что я буду делать? Бывает, даже человек знает секрет этого теста, но все равно не может не поддаться внушению. При работе с аудиторией у многих на лицах написаны признаки вхождения в гипнотический транс. Легкая заторможенность реакции, отсутствие критического мышления, полуприкрытые веки и многое другое. Обычно я вызываю таких людей на сцену и провожу с ними показательные выступления. Прошу выполнить необычные вещи, например, восковую гибкость, или показываю феномен каталепсии. И всегда удивительно смотреть, как хрупкие, нетренированные женщины выдерживают в таком состоянии вес, значительно превышающий их собственный. Вот оказывается, какие скрытые силы таятся в каждом из нас. Кстати, у кого руки до сих пор еще сцеплены, расцепите их. Изучите еще 3 оставшиеся теста вот по этим ссылкам. И обязательно попробуйте провести их. Это увлекательно. До встречи на следующем уроке.